Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня 3 сентября, пятница. Давайте рассмотрим, какие сегодня события предполагаются и какие движения котировок в связи с этим могут возникнуть по нефти, доллару, золоту, рублю и другим активам. Я хотел сразу обратить ваше внимание на то, что понедельник, 6 сентября, День труда в Соединенных Штатах и Канаде. Ну и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Это и снижение активности, и, возможно, какие-то инструменты будут не торговаться. Так, друзья, ну вот сегодня с утра выходят PMI по Японии, снижение, причем значительное, на 5%. То есть это говорит о том, что экономика Японии, она ну, сейчас на данный момент находится в просадке. По Китаю вы сами видите, с 55 рухнули на 47, то есть там что-то вообще такое невообразимое происходит. И мне кажется, вот эти заявления китайского правительства, ну, недавно была статья Bloomberg, с вами обсуждали, о том, что они расконсервировали вот эти города, призраки, фабрики, призраки, которые были настроены для роста ВВП, сейчас их пытаются населить людьми. Но мне кажется, эта мера, с одной стороны, запоздалая, с другой стороны, наверное, она неоправданная, потому что ну, здесь развитие, оно должно происходить поступательно. То есть актив строится под какую-то конкретную цель, а не так, что создали активы и потом начали их потихонечку осваивать. Такой путь развития часто оказывается неэффективным, и он ведет к коллапсу. Так, ну вот китайский индекс PMI от Кайоксина. Что мы с вами видим? Мы видим, что он вернулся как раз на те уровни, которые были ну, сразу вот после коронавирусного кризиса, то есть апрель-май 2020 года. Ну, просто обвальное падение, 55%. Ну, до этого уже как бы тенденция, она немножко сформировалась на просадку. Здесь уже просто выпад произошел. Ну и, в общем-то, это показатель то, что творится в китайской экономике, потому что, ну, как ни крути, сфера услуг – это то, что люди тратят, то, как вообще экономика внутри крутится, себя чем обеспечивает, что создается и так далее. И как бы вот исходя из этого показателя, получается в Китае какое-то ужасное состояние, потому что там, конечно, бывали вот такие высадки уже до этого, но они не бывали настолько резкие, настолько сильные. То есть как бы вот Китай уже буквально этой осенью не дал о себе знать вот эти проблемы, которые есть и в кредитно-финансовой сфере, и то, что связано с обслуживанием Китая в части производства товаров для всего мира. То есть, ну, прям вот четко прослеживается, что Китай куда-то движется не в ту сторону, куда хотелось бы для того, чтобы все было хорошо. Так, друзья, ну вот пока я записывал, вышел индекс деловой активности в секторе услуг по России. И здесь вы сами видите предыдущее значение 53,5, больше 50. Текущее значение вышло 49,3, менее 50%. Менее 50% это значит, что ну, налицо явная стагнация, просадка. Соответственно, на фоне растущих цен на нефть, по меньшей мере, ситуация она достаточно нездоровая. То есть, да, там есть определенные моменты, связанные с коронавирусом. Был пик летом. Тем не менее, то есть цены на нефть высокие, они должны были все это дело сгладить. Но по факту мы получаем, что ну, как бы в России тоже наблюдается просадка и, соответственно, негативное состояние, то, что связано с потреблением сектором услуг. Так, но сегодня далее, ближе к 11 часам, индекс деловой активности в секторе услуг Германии и данные PMI по Евросоюзу. Но с учетом того, как развиваются вообще в целом события в мире, тут даже сложно что-либо прогнозировать. Но по логике вещей должно быть хуже прогнозируемых значений, вот эти вот, которые даются и в Германии, и в еврозоне. Ну, скорее даже в Германии, наверное, будет хуже. В еврозоне, возможно, сколько ожидали, ну, либо чуть-чуть хуже. Но это, опять же, это связано с теми процессами, которые
происходит в связи с так называемой третьей волной коронавируса. Так, друзья, далее сегодня в 15:30 средняя часовая зарплата США и изменение числа занятых в несельхозсекторе. Далее в 15:30 уровень безработицы. Ну, вот этот индикатор, который выходит в начале месяца, за предыдущий месяц, он, соответственно, показывает, насколько прямо движется индикатор, который в четверг публикуется по поводу первичных заявок. Соответственно, то есть как там есть флуктуации, нет флуктуации. Если идет снижение уровня безработицы в целом, то, соответственно, значит, действительно и первичные заявки немного снижают, значит, они не обманывают, значит, экономика вроде как восстанавливается. Это своего рода консолидирующий такой фактор, который показывает на самом деле, как там происходили дела на рынке труда на протяжении предыдущего месяца. Так, друзья, тем временем в Соединенных Штатах кипят какие-то недетские страсти. С одной стороны ураган, который все коробит, все сметает. С другой стороны, там сейчас намечается очередной виток политического кризиса, который связан с разрешением женщинам делать аборты. Ну, я не буду там вдаваться в детали, как там и что, кто там может виноват, кто может быть прав. Там пусть они сами разбираются. Я просто хотел обратить внимание, здесь на самом деле, вот в Америке есть такие точки, которые они болезненны. То есть где вот, что называется, искры летят и столкновения происходят, потому что очень там сильно накручено и переплетено. Но с другой стороны, сам принцип построен на том, что силы противоборствуют, и они, соответственно, противоборствуют, пока не выстраивается равновесие. То есть не так, что там все там голову опустили и согласились. Такой подход, он приводит к тому, что экономика не развивается и проваливается. А у них вот это именно искрометность, что должно наступить равновесие. На основании этого равновесия будет выработано оптимальное решение, которое, ну, оно, скажем так, устроит большинство, по крайней мере, тех, кто боролись. Вот. Что здесь примечательно? Техас. Техас – это оплот традиционных ценностей. Это штат, в котором крупнейшая экономика и нефтяная промышленность сосредоточена. То есть, соответственно, если там начинается какое-то противоборство, начинаются, допустим, выступления или беспорядки, то, соответственно, это будет давление на то, что связано с энергетикой в Соединенных Штатах и с нефтедобычей. То есть потенциально вот эти беспорядки, поскольку здесь затронуты права человека, они, наверное, все это будет очень болезненно протекать. Возможно даже что-то типа БЛМ получится в результате. Но, тем не менее, это все может привести к тому, что, в общем-то, с добычей нефти и производством нефтепродуктов будут возникать какие-то перебои. Ну, в общем-то, это может послужить дополнительным фактором для того, чтобы нефтяные котировки поддержать, газовые. Ну и помимо всего прочего, это может привести к политическому кризису. Ну, на самом деле там они, по-моему, по несколько раз в год происходит, ничего, нормально живут. Так, вот далее такой момент, который может на следующей неделе сыграть достаточно неприятную роль. Произошло стопорение принятия инфраструктурного плана на 3,5 триллиона долларов. То есть, ну, никто, конечно, не говорит, что его не примут, но то, что начинаются сдвиги и какие-то обсуждения в таком ключе, что там это надо пересмотреть, а может быть не будем так делать, оно в целом может достаточно негативное влияние оказать в ближайшее время и на экономику, и на фондовые рынки. Вот. Но в любом случае сейчас в Соединенных Штатах понедельник, день труда, я думаю, сегодня ну, эта ситуацию не раскачает, а на следующей неделе еще посмотрим. Может быть, там ничего не будет, может быть, кто-то повредничал, и, соответственно, все там договорятся, придут к консенсусу. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китайский фондовый рынок, недельный таймфрейм. Ну, здесь он вполне как бы приемлемо закрывается в консолидационном диапазоне. Вроде как ничего такого страшного не происходит. Ну да, сегодня там просадка в пределах 0,4%. Вот. Ну, на фоне тех данных, которые по PMI вышли,
и, соответственно, ситуации в экономике, которая ну, является PMI отражением, я думаю, это, в общем-то, результат даже достаточно хороший, потому что, ну, скажем так, при таких неблагоприятных раскладах должны были донышко вот это протестировать и ниже сходить. Так, друзья, далее нефть, бренд, недельный таймфрейм возьмем. Видите, ну, недельный таймфрейм не указывает на то, что какие-то проблемы есть с нефтью. То есть была попытка провала, эта попытка провала захлебнулась, вернулись в консолидационный диапазон. Так, ну и дневной график, мы вот находимся, опять же, в консолидационном диапазоне, и пока все достаточно благообразно развивается. Так, друзья, ну вот давайте часовик посмотрим. Ну, судя по часовику, мы сегодня будем консолидироваться. У нас консолидационный диапазон 72,4, 73,5. Весьма вероятно, в этом диапазоне движение будет. Ну и как полагается, в пятницу под закрытие должны, по идее, потестить на пробой 72,3 и хотя бы быстренько-быстренько сбегать на 71,1. Вот смотрите, здесь проходит уровень 71,1, 71,15. Если он не пробивается, то весь этот движняк его будут выкупать и подтягивать нефть наверх. С учетом того, что в Америке нынче неспокойно, на Техасщине и так далее, то вполне возможно тот новостной фон, который будет приходить, он окажет нефти поддержку, и нефть либо удержится в консолидационном диапазоне, либо даже будут попытки потестить вот эту верхнюю границу 73,5 и все-таки сходить на 74,25, 74,3. Вот, но на текущий момент все указывает на боковик, на консолидацию. Вот, но если там какая жесть начнется с коронавирусом, то мы, конечно, увидим тестирование 71,15 и попытку опять потестить вот это локальное донышко 70,4. Я на это бы ставку не делал. Я думаю, наиболее вероятно либо боковик в этом диапазоне, либо все-таки попытка тестировать верхнюю границу и идти наверх, хотя бы на какой-то небольшой промежуток времени. Так, друзья, далее S&P. S&P 500 это SFD на фьючерс. Ну, здесь видим все отлично, уже как бы показали новый максимум, все как обычно, все планомерно. Вот, ну, у нас есть уровень 4500, ну, 4510, 4500. И на самом деле все движения, которые не приводят к его пробитию, это по сути коррекционные откаты, которые будут приводить к выкупу и дальнейшему росту. Вот. Ну, в боковике будет движение. Сегодня наиболее вероятно это 4533, 4550. Вот здесь вот этот диапазон. Ну, оснований для того, чтобы далее рекорды ставить, я не наблюдаю. Ну, наверное, перед праздником труда тоже ему особо загнуться не дадут. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Смотрите, у нас, ну, вчера вроде как, вот эта вся конструкция, это разворот. Но пока разворот происходит без огонька и задоринки. Вот, и поэтому здесь, ну, наверное, все-таки более вероятно движение вот в этом консолидационном диапазоне. Вот. В принципе, напрашивается уже тестирование и пробой 73.08, 73.1, вот этого уровня, который здесь проходит. Но здесь говорить о том, что рубль будут сыпать при такой нефти, я думаю, это опрометчиво. Несмотря на то, что есть масса проблем с экономикой, но здесь, как ни крути, сейчас рулит платежный баланс. Платежный баланс хорошо положительный, хотя бы там есть вопросы по его структуре. Положительный платежный баланс, но он как бы обязывает к тому, чтобы рубль себя чувствовал достаточно уверенно. То есть там, не знаю, какой-то катаклизм должен произойти в экономике, там полнейший трэш для того, чтобы при таком платежном балансе рубль сыпанулся. То есть среднесрочная и долгосрочная перспектива, она указывает на то, что так или иначе рубль будут под любым соусом ослаблять. Но сейчас как бы с таким платежным балансом он вполне как бы комфортно в этом диапазоне себя чувствует. Смотрите, то, что касается сегодняшнего движения сейчас.
Ну, при такой нефти здесь наиболее вероятно движение в боковике, вот в этом диапазоне. Для того, чтобы пошло пробитие 72-75, вот этот уровень он здесь проходит, дальнейшее укрепление по направлению к 72, необходим выход наверх по нефти. Но такого выхода сегодня я для него особых оснований не наблюдаю. Потому что длительные праздники, закрытие недели, ну, с ураганом там вроде обыграли со всех сторон, и что там он и ухудшает добычу нефти, и с другой стороны ухудшает переработку нефти. Здесь, мне кажется, этот фактор, если там, конечно, он не разрастется в какой-то армагеддец, он уже более или менее отыгран, и, наверное, сейчас пока существенной роли он играть не будет. Вот, поэтому рубль-доллар на сегодня напрашивается движение в боковике. Верхняя граница это 73, нижняя граница 72-75. Ну, не знаю, мне кажется, вот сюда уже тестить не поведут, но если все-таки пробой уровня 72,7-72,65 происходит, то мы можем увидеть очень энергичное движение на укрепление рубля, ну, на 72,3 вполне может дойти. Это будет связано с тем, что будут резать стопы. Здесь просто технический фактор, потому что определенное количество стопов здесь находится. Соответственно, при таком длительном движении на укрепление рубля, на ослабление доллара, здесь уже должен какой-то вот такой краш даже посильнее произойти. Ну, просто это физиологическая особенность рынка. Вот. Но я все-таки думаю, что вот где-то в этом диапазоне и под вечер в случае пробоя 73.05 мы увидим укрепление доллара на 73.3. Опять же, вот пробой 72.65-72.7 приводит к дальнейшему укреплению рубля, и в моменте он может быть достаточно ощутимым. Так, друзья, далее евро-рубль tomorrow. Давайте тоже возьмем часовик. Сейчас идет консолидация. Соответственно, здесь у нас есть уровень, который проходит в диапазоне 86,5, 86,44. Вот этот диапазончик. Если этот диапазончик сейчас пробивается, то мы получаем укрепление рубля, цель которого будет 86,3. Вот сюда, к этому значению. С евро тут ситуация, как мне кажется, более уверенная. В плане того, что евро должно отскочить и укрепиться против рубля. И, ну, по крайней мере, на сегодня напрашивается движение, цель которого 86-88. Вот сюда, к этому значению. Такое движение произойдет при пробое 86-65 вот этого уровня. Может очень быстро пойти вот этот движняк. Потом, когда цель возьмут, здесь либо консолидация, либо возврат, ну, вот к этому диапазону 86-65, 86,5. Ну, сейчас, на текущий момент времени, мне вот в большей степени на ум приходит движение вот это консолидационное. По крайней мере, до обеда. Там посмотрим, когда Америка будет открываться. Наверное, все-таки, возможно, вот сюда куда-то протянут. Так, друзья, фьючерс на индекс РТС, но здесь у нас идет движение в консолидационном диапазоне. Вчера на 172 500 натянули со второй попытки. На прошлой неделе там тоже кто-то опционы скупал, но тогда даже и близко не дошли. Видимо, в эту неделю взяли реванш. Вот, соответственно, сегодня наиболее вероятно это консолидационное движение, поскольку пятница, закрытие недели. Диапазон, верхняя граница 172 700, нижняя граница 171 тысяча. Ну и здесь, если происходит пробой 170 500, то мы увидим откат, у которого цель движения вот сюда на 167 400. Я думаю, пока наиболее вероятно это консолидационное движение, по крайней мере, до обеда. Так, друзья, далее золото, золото, золото. Текущий контракт МОЭКС, московская биржа. Золото вчера высадили, но опять же, видите, уровень 1807-806 устоял. Все отлично. Сейчас развивается движение, цель которого тестирование 1817. Но по факту закрытия недели, я думаю, скорее всего, будет откат вот этой границы. Возможно, даже попробует золото вытащить куда-то вниз в район 1800. Длительные выходные, потом сентябрь такой очень
неоднозначный месяц для драгметаллов. Вот, и поэтому здесь сейчас, наверное, мы будем в этом консолидационном диапазоне ходить. И потом ближе к закрытию, соответственно, наверное, будет тестирование 1800. Посмотрим, как будет ситуация к вечеру развиваться. Здесь может сыграть противодействующий фактор, который связан с тем, что все насмотрелись, начитались, все открыли шорты и произошел шортовый вынос. Такое тоже бывает. Поэтому здесь первая половина дня наиболее вероятный сценарий движения вот сюда. В случае пробоя 1807-1806 пойдет движение, у которого цель будет 1797. Друзья, ну, в общем-то, все, основные инструменты. Акции, наверное, чуть попозже. Спасибо за внимание, успешных торгов.